Счастья! Всем стрельцам счастья! И, конечно же, с вами посмотрим сразу, где ваш управитель. А вы знаете, что вы рождены от управителя любви, щедрости, радости, удовольствия, дружелюбия. Такие вы и есть, потому что вы рождены от Юпитера. И смотрим, что еще до конца месяца ваш управитель находится у себя дома, так же, как он находится у вас, когда он находится в Стрельцах. Точно так же находится в Рыбках. Еще там комфортно, там уютно, там он хозяин в доме со своей семьей, еще очень в хорошем расположении. А уже в конце месяца, в конце июля, 28 числа, ваш Юпитер возвращается туда, где он будет находиться еще до декабря месяца. То есть возвращается к Водолеям. И там тоже вашему управителю, вашему Юпитеру тоже уютно, комфортно, легко. Вот это слово «легко». То есть там его слушают, к нему прислушиваются, и самому там находиться очень хорошо. Поэтому да, ваш управитель уже в течение вообще всего этого года, несмотря на то, что делал ретроградность, он остается в очень хорошем расположении энергии. Дальше смотрим. Меркурий. До 11 числа Меркурий будет находиться у вас в секторе, который отвечает за семью и брак. Там, где решаются семейные вопросы. Это даже не столько семейные, сколько личного характера вопросы. И здесь информация вам поступает из источников, от которых вы узнаете какие-то свои личные вещи. Это очень такие персональные. Возможно, кто-то в вашей семье, вы узнаете о том, что в вашей семье пополнение ждете. Тоже принесет такая информация. Возможно, в вашей семье перемены какие-то грядут, о которых вы узнаете, потому что по 7 сектору Меркурий это очень информация личного характера. Это даже не то, что всей вашей семьи, а ваше вот лично вас касается. Это могут быть и разговоры о вашем статусе, о вашем семейном положении, насколько вы готовы к каким-то близким отношениям, если вы еще не в паре, а вы только еще как-то только складываются ваши отношения. То есть все вокруг этого вы будете получать информацию. 10 числа будет новолуние, подведете итоги все, что связано с финансами, все, что связано с судебными заседаниями, все, что связано с расследованиями. Вы подведете итоги и построите себе какие-то планы. Посмотрите перспективы от этого, что вы от этого имели. Возможно, выплаты какие-то вам придут, которые вам незаслуженно были отобраны, вы недополучили что-то. Возможно, надбавка на пенсию вам придет, возможно, придет стипендия, которую... надбавка к стипендии или стипендия, которую вы недополучили, бонусы какие-то. То есть решается... Это вы как перспективу себе намечаете. И итоги подвели, но и в то же время и перспективу себе построили. А потом с 11 числа Меркурий перейдет тоже туда же, вот в это информативное поле, которое связано со всеми судебными разбирательствами, вот выплатами, алиментами, пособиями. Если вы сдавали билет в прошлом году, не смогли куда-то улететь, возможно, вам вернут либо деньги, либо вам предложат улететь в этом году. То есть вы что-то, какие-то дополнительные идут наброски, которые были с прошлого. Солнышко будет находиться также у вас в 8 секторе. Это влюбленности, это встречи, это знакомство, это свидание, это с продолжением. Очень основательное такое нахождение. Ну и, конечно, фаворит, абсолютный фаворит этого месяца – это влюбленная парочка. А влюбленная парочка – это Марс и Венера. Мы с вами состоим из Марса и Венеры. Все мы, люди, состоим из Марса и Венеры. Это всегда, и вся вообще природа, в природе, все, что живое, состоит из двух энергий. Из энергии мужской Марса и энергии женской Венеры. И в этом месяце
И Марс, и Венера пребывает в самом Льве, то есть на пьедестале. Сразу, как только туда зашли, их сразу львы посадили на пьедестал. Настолько им комфортно и хорошо себя. Венера королевишной чувствует, а Марс себя чувствует просто нужным, значимым, презентабельным. Я здесь. И никто из них не главный, а каждый из них очень имеет сильную такую энергию и взаимодействие, потому что они между собой соединяются. Это очень гармоничный аспект. Вот 11 числа они будут соединяться во Льве. Конечно, это, во-первых, огненная стихия, так же, как ваша. Настолько сильно вы это почувствуете. Это отношения, еще раз говорю, такие глубокие отношения, осознанные отношения. Тем более, что у вас будет Меркурий и новолуние, и солнышко находиться в 8 секторе. То есть там, где Марс, где дом самого Марса. Поэтому Марс здесь осознанный, зрелый, серьезный, достойный, медлительный, спокойный. И так же, как по Овну, молодой, задорный, интерес есть к жизни, попробовать, начать, движение какое-то сделать. Вот такой Марс. Очень вам созвучная энергия. Вы сами по себе такие. Вы очень любите жизнь пробовать, познавать, что-то новое учить, куда-то поехать, куда-то пойти. То есть постоянно что-то чем-то заниматься, увлекаться, учиться, заниматься. Вот такой Марс. Это вам энергия настолько будет знакома, настолько с вами будет созвучна. Ну а сама по себе Венера будет находиться до 22 числа, с 1 по 22 число. Будет находиться в 9 секторе, а Марс с 1 по 29 число тоже будет находиться в 9 секторе, но они будут находиться во Льве. То есть вот за что отвечает иностранные языки, иностранная переписка, какие-то друзья, встречи, компании, разговоры, информативно что-то получаете, переписываетесь, обмениваетесь, перезваниваетесь. Настолько вы сильно задействованы в этом секторе, что вы будете эту энергию вы будете ощущать, вы будете чувствовать, что вы в центре каких-то взаимоотношений, не событий, а и взаимоотношений. Откуда-то звонки, переговоры, разговоры, признание в любви, сами симпатии куда-то кому-то проявляете. Очень сильно будет задействована вот эта энергия. Она на вас очень хорошо отработает, потому что она стоит в такой же стихии, к которой относитесь и вы. Дальше, следующее событие такое важное, которое в этом месяце будет, это 19 числа, Лилит. Что она делает? Лилит – это фиктивная точка, это не планета, но тем не менее эта точка всегда оказывает определенное воздействие. Воздействие такого характера, как перепутать, наговорить, разыграть, подсмехнуться, как-то себя ведет очень-очень провокационно. Лилит всегда себя ведет. И находилась она 9 месяцев находилась в Тельцах. И сейчас, 19 числа, переходит в Близнецы. И там любит себя вести. Ой, любит там бывать. Тоже переходит на 9 месяцев до следующего апреля следующего года. До 22 года находиться будет там Лилит. И любит там себя находиться, потому что там себя ведет очень развязно. Объем, в котором она может воздействовать, Лилит, очень большой. То есть информативных уток очень много будет заброшено всяких разных. Попробуй все это разгреби и отличи от фальши. Поэтому смотрите, так Лилит действует, и вы настолько дружелюбные, доброжелательные, вы очень дружелюбны к самой жизни, потому что вас жизнь любит. Юпитер – это жизнь. Юпитер – это мужчина. Юпитер – это муж. Юпитер – это партнер. Это пара. Поэтому да, вас родиться под Юпитером, вас любит жизнь, и вы любите жизнь. Поэтому настолько вы можете подцепить, здесь очень хорошо цепляются
Стрельцы вот на такое положение Лилит. Аккуратно все проверить. Информацию от первоисточника всегда проверить. Не кто-то сказал, не кто-то наговорил, не кто-то мне передал, а я сама соберу всю информацию, почитаю. А если надо, я позвоню, спрошу. Если надо, я напишу. Я еще раз переспрошу. Здесь может запутывать по такому положению, может запутывать. Вот прислал кто-то вам смс-ку, и вы ее очень долго ждете, а человек думает, что послал вам, а послал куда-то не туда. И ждет вашей реакции, чтобы вы ответили. А вы не получили. И получается вот такая маленькая путаница. Человек ждет реакцию, а вы ее не знаете, потому что вы этот не получили. Либо вы получили, но она как-то к вам не прошла. То есть немножко такая путаница, именно информативная. И часто и она будет в течение 9 месяцев. Здесь нужно очень четко. Или вы кому-то отправили и ждете реакцию, а реакции от человека нет. Поэтому не ждите. Лучше чувствуете, что нет контакта, чувствуете, человек не отвечает. Еще раз пошлите. Возможно, человек, может быть, delete сделал, убрал нечаянно. Может быть, вы отправили, думаете, туда отправили, куда-то в другое место. То есть вот такие сбои вполне могут быть. Дальше что еще? 24 числа будет полнолуние. И это тоже подведение итога по 3 сектору. Возможно, у вас будет покупка какой-то техники. И вы посмотрите, работает это она, как она, устраивает вас, не устраивает. Если можно вернуть, вы ее вернете, эту технику какую-то. Если вы эту покупку уже сделали, если она вас немножко не устраивает, посмотрите, что можно сделать, как можно сделать. То есть вы подведете итог, а также подведете итог общения с вашими какими-то близкими людьми, с вашими родными даже, это и братья, и сестры сюда входят. Вы посмотрите, насколько вам комфортно в этом контакте, насколько вам нужен этот контакт, что вы получаете, какой эмоциональный подъем вы получаете от этого общения, потому что стрельцы – это эмоции. Это всегда эмоционально. И если у вас спад есть эмоций, потому что вы поддерживаете, вы рождены, все, кто рожден под Юпитером, вы очень не чувствуете переход, вот вы на позитиве, и когда что-то случается, вы вот этот вот переход, когда вы можете немножко пойти вниз, вы этот переход не очень хорошо чувствуете, потому что вы сразу рождены от Юпитера, от позитива рождены. Поэтому, смотрите, это полнолуние, вот именно подведете итог от общения с каким-то из своим близким даже человеком, близким другом, каким-то окружением, даже кто-то из домашних. Какой эмоциональный вы получаете бонус. Идете вы в одну степень эмоциональности, либо это вас как-то немножко вниз. Если вам постоянно говорят, что неправильно делаешь, неправильно что-то купила, не в хорошей сейчас форме, постоянно ты поправляешься, похудеть не можешь. То есть какая-то критика постоянно идет. Вот посмотрите, если эмоционально с вами не созвучно, может быть, это и итог подвести какой-то надо. Чуть-чуть сократить эти все сообщения или пропускать мимо ушей и не слушать, не цепляться на это. Ну и вот в конце месяца я уже вам говорила о том, что ваш Юпитер заходит, возвращается. Это будет в конце месяца, возвращается к себе туда, где он стоит в течение всего года, и только потом перейдет опять к себе домой. То есть на вас это тоже следующий год будет очень прекрасно, положительно отзываться. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас уважаю. Спасибо за поддержку канала, спасибо за то, что лайки ставите.